Приветствую, друзья! Несомненно, все хотят себе наушники с максимально качественным звучанием и желательно за самый минимальный прайс. Подобных решений, конечно же, мало, и каждая из них как новая звезда на небосводе портативного звука. Сегодня нам предстоит познакомиться с моделью TIN Hi-Fi T3+, в достоинство которой можно вынести практически хармоновскую настройку, удобство использования и очень схожее звучание со сверхпопулярными 7 Гц Timeless. Будут графики, подробные сравнения и, естественно, описание звучания. Поехали! Пришли наушники в довольно компактной такой картонной коробке с логотипом производителя и обозначением модели внутри. Там, кстати, все выложили такой почти бархатной прокладкой. В комплекте находим, конечно же, стандартный набор документации, грубый такой чехол из мешковины и два набора силиконовых амбушюр разного размера. По характеристикам стоит отметить импеданс 32 Ома и чувствительность 105 дБ на милливатт. Кабель здесь не скажу, что очень серьезный, но вполне достойного качества. Гибкий, витой, с прямым металлическим штекером и соединением на вилочных коннекторах 0,78 мм. Его сопротивление аппаратура показала равным 0,380 Ом, что далеко не рекорд, но в принципе нормально. Сами чашечки, похоже, распечатали нам на 3D принтере. Сквозь полупрозрачный корпус нам прекрасно виден тот самый 10-мм динамический излучатель и компенсационное отверстие над ним. Звуковод тут металлический, с выступом для удержания амбушюр и, конечно же, защитной металлической сеточкой. С внешней же стороны находится абстрактный рисунок с блестками и позолоченным логотипом производителя. Выполнено все довольно-таки со вкусом, логотип прекрасно гармонирует по цвету со звуководом. В ухо они мне сели как литые, да и звукоизоляция оказалась на просто превосходном уровне. Причем даже к сторонним амбушюрам обращаться не пришлось, свои тоже отличные. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас практически стандартный импульс, внушительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,67%. Фаза ведет себя вполне естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 99 миллисекунд с незначительными возмущениями в нижней половине спектра. Разница между амбушюрами, как видим, находится исключительно в области самых высоких частот. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости и пики на 8 и 13 кГц. Первый нужен для усиления резкости звучания, а второй поднимает высокочастотные всякие хвосты. А так график нам честно довели до заявленных 20 кГц. По сравнению с измерениями на сайте Crinacle у меня получилось значительное расхождение каналов и присутствует заметная разница выше 10 кГц. В самом начале обзора я уже обозначил, что TIN Hi-Fi T3 имеют настройку очень схожую с популярными 7 Гц Timeless. Даже более того, несмотря на разную природу излучателей, у них есть много общего и непосредственно в характере звука. Однако похоже вовсе не обозначает, что прямо один в один. Звук T3+ заметно резче, грубее и имеет еще меньшую проработку сцены в глубину. Да, все инструменты слышно, но они словно находятся от нас на одном расстоянии, просто играют с разным уровнем громкости. То есть сцена в глубину как таковая не рисуется, зато прекрасно рисуется в ширину. Оттого слушать на них что-то оркестровое, конечно же, можно, но отделять группы инструментов на слух будет тяжеловато. Впрочем, а кто в этой ценовой категории так умеет? Да, собственно, никто. В качестве альтернативы T3+ часто называют Moondrop Aria, а там в этом плане еще хуже и плюс выразительность сильно задавлена. Здесь, благо, такого нет. Музыка в TIN Hi-Fi льется довольно-таки естественно и хорошо так подчеркивает эмоциональную составляющую трека, примерно как это было в Timeless. Из основных достоинств героя обзора хочется выделить просто шикарную прорисовку музыкального полотна, отличные текстуры и динамику на глубоких низких частотах, четкую мелодичную серединку с легким подсвечиванием вокала, а также небольшой такой акцент на высоких. У них, конечно, нет того харизматичного шелкового шлейфа, что мы встречали у 7 Гц, но всякие отзвуки тарелочек и затухания струнных вполне
вполне осязаемы, точны и продолжительны. Никакой каши тут и близко нет, как и какой-то особенной отработки. Просто очень хорошие для своего сегмента верха. Общее же звучание достаточно хорошо сбалансировано, с упором на скоростные атаки и чуть продолжительные затухания, из-за чего все звучит резко, но при этом музыкально и достаточно выразительно. В нейтральность или мониторную сухость модель тоже не уходит. Для тяжелой музыки тут очень подробная серединка, отличного качества низкие частоты, жирная мясистая ритм-секция, но лично мне показалось многовато высоких. Я люблю этот стиль в чуть притемненном таком антураже. Если же вы против ярких тарелочек ничего не имеете, то результат вам без сомнения понравится. Таймлесс звучат, вообще говоря, схожи, только куда мягче и изысканнее. По насадкам, те, которые с красным сердечником, можно условно назвать вокальными, потому как они сильно давят низа, тем самым подчеркивая средние частоты. Ну а полностью серые зачастую маркируют таким словом, как бас, хотя по факту они вот как раз наиболее сбалансированы. Пробовал несколько других наборов, и все так или иначе напоминали мне серые, разве что звук с широкими откбир получался чуть мягче и на толику басовитее. Впрочем, если что, то вы тоже можете воспользоваться таким простым тюнингом. Попробовал их и с довольно популярным 8-жильным кабелем от Open Heart. В результате звук получил приличную такую добавочную массу и теплоту. Так что указанная резкость модели свойственна только для базовой конфигурации. Своего веса у звука и так в достатке, а стоит или нет наделять его дополнительной мягкостью, это уже вопрос вкуса. Мне лично по душе пришлась именно их яркость и резкость, поэтому рекомендую обязательно перед апгрейдом какое-то время погонять их в стоке. К источникам герои обзора оказались совершенно непритязательны, подключал их как к высокого уровня стационарным связкам, так и к бюджетным Hi-Fi аудиоплеерам. В последнем случае, кстати, та самая добавочная масса от комплектующих будет очень кстати. Если сравнивать с одноклассниками, то Blond BL Max кажутся еще резче, детальнее, но по структуре звука тоньше. KZ ZAS, наоборот, куда жирнее, мягче, мелодичнее, однако менее чисты и разборчивы. У TFZ My Life 4 заметно хуже артикуляция, да и вообще проработка проще. Из реальных же конкурентов хочется выделить только Blond BL Max, но посадка у них действительно очень спорная. Ну а как вы хотели, внутри стоят два динамических излучателя. Оттого по срезу звук, удобство, цена реальных конкурентов у TIN Hi-Fi T3+ толком-то и нет. Если хочется в драйв, мелодику и эмоции, то это, пожалуй, наиболее интересные наушники в своей ценовой нише. Лучше есть, но уже за совсем другие деньги. Итогом, динамические внутриканальные наушники TIN Hi-Fi T3+ радуют прежде всего своим самодостаточным комплектом. Все, что нам положили к наушникам, направлено на получение максимально чистого и четкого звучания. Что я не менял, всегда получалось чуть мягче и жирнее. По сравнению с дорогими 7 Гц Timeless, модель, конечно же, проще и грубее, но при этом уверенно дышит им в спину, что за свои 70 баксов, но очень круто. Посадка у модели удобная, амбушюры в самый раз, выглядят они тоже отменно. Из минусов могу отметить лишь разбаланс каналов в моей версии, хотя на слух все абсолютно нормально, возможно, вот еще прогреются. Звучат же T3+, детально, глубоко и сверхмелодично, да и вообще, как для своего сегмента, модель получилась, очень достойная. Ну а на этом у меня все. Это были динамические наушники TIN Hi-Fi T3+. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.